Всем привет, меня зовут Ирина Ткачук, и я являюсь мастером, владельцем студии перманентного макияжа ТВ. Сегодня мы хотим записать для вас небольшое видео по бровям и рассказать о самых популярных ошибках и нюансах, которые допускают мастера в начале своего пути. Не обращая внимания на вот такие мелкие моменты, как повороты головы или поворот иглы, допускаются грубые ошибки в плане засадки, и потом получаются пятна на бровях и так далее. Сегодня мы попытаемся раскрыть для вас все эти секреты. Сегодня у нас в гостях девочка Лиза, вот, с очаровательными бровками. Вот так вот она их красит. И мы сегодня постараемся воссоздать это все в пудровой технике. Сейчас мы вытрем эскиз и попробуем нарисовать форму по своим бровям. Эскиз я стараюсь придерживаться натурального роста волосков и не выдумывать новые формы, потому что все равно свои волоски будут расти, и сбривать одну бровь, подстраивать ее полностью под другую не совсем корректно, как по мне, то есть неестественно выглядит. Для отрисовки эскиза чаще всего я использую просто гелевую ручку и черного цвета, и больше никаких приспособлений. Вот. Но когда вы не насмотрены на формы, и когда у вас в начале пути возникают проблемы с отрисовкой, в таком случае вы себе можете помогать либо обычной нитью, либо специальными линейками. Давайте я покажу вам, как помочь себе с помощью обычной нитки. Вы берете кусочек нитки, отрываете, берете карандашик, прокрашиваете ниточку вот таким вот образом, чтобы она у вас была со всех сторон прокрашена. Ниточку, когда вы прокрашиваете, прокручиваете ее в пальчиках, чтобы у вас она была прокрашена со всех сторон и хорошо рисовала. Наслаиваете карандашик, чтобы она была плотно прорисована. Вот. После этого вы наматываете ниточку на указательный пальчик один и второй. Дальше вам нужно выстраивать просто прямые линии. То есть вы себе, ориентируясь по зрачкам, то есть черные зрачки у нас всегда находятся на одном уровне. Вот это ваша линия горизонта, которая у вас будет максимально давать вам ровную линию. Вы ее переносите чуть-чуть выше. Не надавливаете на кожу, а просто прикладываете слегка, и протягиваете в одну сторону и во вторую сторону. Если вы где-то съехали, вы можете немножечко себе ее подтереть. Чтобы для удобства вы можете наметить себе центр. Центр намечается относительно, то есть не относительно носа, а относительно всей оси лица, потому что носик чаще всего, практически у всех, он немножечко сдвинут в какую-то из сторон. Дальше вот эту вот линию вы переносите на линию ширины бровок. Ширину бровки мы ориентируемся по своему росту, то есть мы видим по головкам, что вот здесь у нас самая активная часть роста, здесь немножко меньше, здесь немножко больше. Мы ориентируемся пока по этой линии. Далее выстраиваем параллель, отмерили здесь, и таким же образом переносим ее чуть-чуть выше. Не нажимайте на нить, потому что продавливая, вы можете ее искажать. То есть когда вы продавливаете, видите, я ее могу как угодно продавить. Она будет неровно. Просто приставили и потихонечку в одну сторону и потихонечку во вторую сторону. Сильно ее нажимать не нужно. Далее у нас нижняя линия брови. Как мы по ней ориентируемся? То же самое по максимальному росту. То есть здесь рост, получается, у нас идет более густой, здесь менее густой. Мы выбираем среднюю линию. И всегда фиксируйтесь на височной части, чтобы у вас не ходили руки, чтобы они были зафиксированы. Приставили ниточку, наметили себе здесь линию, вот она у вас, и точно так же перенесли ее вот сюда. Это ваша дуга, нижняя линия, изгиб. Далее мы верхнюю линию, пик. Нам, в принципе, все диктует природа, не надо никаких выдумывать для себя новых форм. Мы наметили основные линии. Линию длины бровки мы ориентируемся через угол носа, край глаза, и это у нас получается невидимую параллель проводим, это получается у нас длина. Линия пика, я люблю делать пик бровки, брать вторую часть белка, делить ее пополам и поднимать параллель
параллельную линию вверх. Вот это у меня пик. То же самое здесь на меня. Просим клиента посмотреть прямо. Можно зафиксироваться на нос. Поднимаем. Ниточкой вы можете проверить, совпадают ли у вас эти линии. То есть вы от центральной линии замеряете расстояние до пика и переносите его сюда. Они у нас совпадают. Далее мы просто себе намечаем наши линии. То есть вот наше начало бровки. Вот наш пик. Соединяем. Вы можете соединять это просто прямыми линиями. То есть вы по сути рисуете прямоугольник. Скруглить вы его потом всегда сможете. Вот это вот наша вторая линия. Линия высоты толщины бровки. И вот наш пик. Соединяем прямой линией. Нарисовали с одной стороны и сразу же рисуем со второй. Просто прямую линию. Ничего сейчас не выгибаем, ничего не уточняем. Зафиксировали. Посмотрели, ровненько ли у нас получилось. Можно себя проверять еще по треугольничкам. То есть, видите, у нас вот здесь вот получается такой невидимый треугольник. Чтобы они были одинаковые, на глаз посмотрели. Если они одинаковые, значит мы можем продолжать. Хвосты точно так же. Вы просто от этой линии соедините ровно. Не выгибайте хвосты. Вы его потом уточните, если вам нужно будет. Просто ровно линию соедините. Раз. То же самое, ровная линия. Раз и раз. Посмотрели на бровки, чтобы они у вас заканчивались в одном месте. То есть вы смотрите в общем на картинку. Вот здесь вот дуга немножко больше выгнута у меня получилась, чем здесь. Вы уточняете эти моменты уже, когда в принципе отрисовали. Нужно ватной палочкой немного подправить вашу форму. Вот здесь вот бровки ровно, вот чисто ровную линию я бы не рисовала, я бы ее немножечко разводила. Когда вы делаете небольшой наклон, это смотрится более естественно и взгляд более открытый. Поэтому я себе могу наметить буквально вот точечками небольшой наклончик. То же самое и с этой стороны. Так как мы здесь в принципе не будем контурить головки, мы их сделаем растушеванными, мягкими, чтобы они смотрелись максимально воздушно. Поэтому нам этого намеченного достаточно для того, чтобы понять, куда двигаться и в какой форме нам нужно оставаться. Для фиксации эскиза некоторые также используют вот такую вот белую пасту для того, чтобы обвести форму. Я сейчас не буду этого делать, но если вам так проще, то можно такой белой пастой обвести вашу форму, чтобы не потерять эскиз в процессе работы. Либо, как мы уже говорили в одном из наших обучающих видео, можно использовать вот такой вот маркер, да, и точечками обвести форму, нашу форму брови. Ну, я тоже не буду сейчас там по всей брови делать, да, то есть вы просто уточняете по форме бровки такими точками. Вот так вот выглядит этот маркер. Его можно купить в любом канцелярском магазине фирмы Синтропен, довольно неплохие. И он до конца процедуры у вас останется в легком следе. То есть не будет такой, что синие точки у вас останутся после процедуры, и клиент будет еще 2 дня минимум отмывать. Ну что, будем приступать уже непосредственно к нанесению перманента. Сегодня мы работу будем выполнять моим любимым мастом. Таким вот пузатеньким. Он у меня уже завернут в бандажный бинт. Для работы я буду использовать иглу картридж Quadron 0,35 МТ, это средняя заточечка.
И буду использовать пигменты Shine. У меня здесь какао и горький шоколад. Основным будет цвет какао, и, возможно, в конце я добавлю тень горький шоколад. Поэтому сейчас мы это все с вами заправляем. Берем картридж, вставляем. Я проверяю вылет. Вылет у меня здесь 3 мм. Меня он вполне устраивает. Далее, обязательно взбалтываем пигменты перед использованием. У меня здесь уже собрано 3 капса. 2 для цвета и 1 для анестезии. Чем мне нравятся пигменты Shine, у них довольно экономичный расход. Мне хватает на брови буквально 4 капелек цвета. Я взяла какао и теперь я себе налью горький шоколад. Буквально 3 капельки, мне хватит. Ну, не факт, что я буду использовать. Просто я себе сразу делаю подготовку, чтобы потом не брать руками в перчатках уже пигменты и не трогать их. Также я себе капаю анестезию. Вторичная анестезия у меня Sustain. Первичкой я не пользуюсь. Все, мы все подготовили и можем приступать. На блоке у меня стоит 4 и 7. И на этом вольтаже мы начинаем напылять. Начинаю я работать с головки. Обязательно первая ошибка, которую допускают мастера, это растягивая бровь вот таким вот образом. Натяжка кожи должна быть как барабанчик. То есть вы должны ставить пальчики в ту зону, в которой вы работаете. И натягивать ее нужно в 3 стороны, не в 2, а в 3. Тогда у вас будет максимально качественно растянута кожа. Значит, вы натягиваете сюда, то есть это 2 стороны, и вытягиваете сюда. Можете еще мизинчиком себе немножечко помогать снизу, как вам удобнее. И очень-очень мягенькими движениями начинаем напылять. Я не делаю первичную анестезию, потому что, это не такая прям боль, чтобы ее обезболивать. Если сравнивать с выщипыванием бровей, то, как по мне, выщипывать неприятнее, чем наносить перманент. Плотненько, но легко проходитесь по всей бровке. Не забываем про натяжку сюда, сюда и сюда. Сюда натянула и на себя еще натянула. Мизинчиком немножко можно помочь. Долгенько начинаем напылять, возвращаясь. То есть у нас штрихи должны быть с заходом на предыдущие, для того, чтобы не было каких-то стыковочных мест. То есть я опускаюсь ниже, да, прохожу дальше, но возвращаюсь где-то процентов на 70 обратно. То есть вот, видите, откуда я начинаю работать, и сюда. То есть у меня процентов 30 вниз и 70 назад. Тогда у меня будет более ровное полотно. Тогда будет более равномерный и четкий прокрас. Потихонечку двигаемся. Первый проход — это самый важный, в принципе, проход. Насколько мы его корректно зафиксируем, настолько у нас максимально корректно останется форма. Потому что очень многие теряют форму. Почему? Потому что бегло пробежались по брови и не зафиксировали тот эскиз, который так долго отрисовывали. Соответственно, вытираем. И там на коже где-то осталось, где-то не осталось, уже форму уточнить невозможно. Поэтому следим за тем, чтобы вы максимально четко проходились по вашему эскизу. Но помните, что это должен быть легкий проход, то есть остаток должен быть минимальный.
не сильно плотно. Игла у нас находится под 90 градусов по отношению к коже. Мы работаем единичкой, она достаточно травматичная, поэтому делать какие-то углы острые нецелесообразно, она еще больше будет наносить травму. И вот в этой зоне очень часто происходит тоже заглубление у мастеров и потом точки. Почему? Потому что когда работают, они не стягивают, здесь тонкая кожа, и они не стягивают ее с кости вот этой вот. То есть она еще снизу поджимается костью. Когда вы работаете, уведите с кости, растяните. Но главное, чтобы она ушла с кости. И вот точно так же в плоскость. Тогда у вас четко получается растянуть кожицу, и она у вас находится под вашим контролем, чтобы вы ее хорошо видели. На хвосте часто бывают точки, потому что недостаточно тоже натяжка, и он недостаточно выведен с кости. Я прохожусь по обратно, то есть я прошлась по нижней линии на себя, и обратно я прохожусь по всей бровке, захватывая и нижнюю линию тоже. Движения у меня такие коротенькие, как раскидывающие точечку. Если я вижу, что где-то я не очень проработала, я возвращаюсь на то место и немножечко расставляю там точечку еще дополнительно. Не забываем вытягивать с кости и растягивать в 3 направлениях кожу. И не забываем идти от линии до линии. То есть часто боятся подойти к этому краю и теряют потом толщину, теряют форму. Не забывайте, что у вас есть нарисованная форма, в пределах которой мы двигаемся. Если вы боитесь, что у вас здесь будет линия, поверните и немножко движения сделайте такие на вылет. Тогда вы не законтурите эту линию, видите? Вы ее максимально мягенько проработаете. То есть у вас будет очертание, в котором вы работаете, да, но у вас там не останется четкой прокрашенной линии. И не забываем, что мы возвращаемся и на нижнюю линию тоже. Поворачивайте голову клиента. Старайтесь так, чтобы у вас ваша плоскость, в которой вы работаете, находилась в максимальном поле зрения. Чтобы вы не вытянулись за бровкой, а чтобы бровка была повернута максимально удобно к вам. Тогда вы не сделаете никаких нежелательных движений. То есть вы контролируете. Потому что если вы будете тянуться вот там, вот, вы не видите, вы начинаете выгибать вот так вот руку. А когда у вас все находится вот прям перед вами, вам тогда проще контролировать положение руки, положение иглы, глубину. То есть все эти моменты вам намного проще контролировать. Возвращаясь назад, помним о том, что мы вытягиваем бровку в 3 стороны и заходим на нижнюю линию. Не контуря верхнюю, вы работаете на вылет. Если вам тяжело работать от себя, вы можете заехать за голову клиента немножечко и поработать на себя вот такими вот движениями. То есть неважно по какому принципу, ваша задача сейчас просто зафиксировать форму. Добирайте красочку, чтобы не работать пустой иглой, чтобы у вас не было холостых проколов по коже и чтобы был максимально продуктивный результат. Когда у вас пустая иголочка, вы делаете травму, но вы не вносите пигмент. Первый проход, он тоже вносит пигмент, немножечко,
но все равно вносит. Поэтому вы старайтесь прорабатывать, ну, чтобы иголочка была с пигментом. Не ходите пустой иголочкой по коже. Потому что будет, если гипертравма, то у вас тоже будет маленький остаток. У вас просто кожа все выплюнет вместе с краской, когда будет заживать. То есть с шелушениями, с корочками просто выйдет краска вся и все. Ну, там весь ваш труд будет потрачен зря. Вольтаж вы выставляете в зависимости от вашей руки. То есть если вы привыкли быстрыми махами работать, значит вам нужно поднимать вольтаж. Если вы привыкли медленно работать, значит вы понижаете вольтаж. Но помните, на медленном вольтаже остаток будет лучше. То есть вы как бы более продуктивно работаете на медленном вольтаже. Ну, по крайней мере, это из моих наблюдений так. Но никогда не стремитесь повторить то, что делает другой мастер, потому что у каждого мастера есть своя рука, есть свой темперамент. И очень важно, ну, как бы, очень важно подстраиваться непосредственно под себя, то есть слушать машинку, слушать аппарат, слушать вибрацию, и уже в зависимости от этого выставлять настройки. Они не могут быть идентичны для всех. Головку сильно не плотните. На головке достаточно, если вы просто там походили разочек и ушли оттуда, чтобы не... Головку лучше дорабатывать, когда у вас уже есть отработанное тело брови. Тогда вам легче формировать ее. То есть, видите, я на нее захожу, но очень-очень-очень неплотненько, очень так воздушно, буквально чуть-чуть раскидывая вот эту вот пудру, для того, чтобы просто зафиксировать ту зону, в пределах которой я могу работать. То есть я там не набираю сейчас цвет. В средней линии, да, можно, а вот головку лучше оставить максимально воздушной. Вы проработали первый проход. Я вытираю водичкой с зеленым мылом и протираю бровку. Вот такая еле заметная точечка у меня остается. Она под анестезийкой сейчас еще чуть-чуть проявится. Анестезию я наношу микробрашем. Напомню, что для вторичной анестезии я использую Sustain. Распределяю и закрываю пленочкой для лучшего эффекта. Все. И теперь, пока эта бровка у нас отдыхает, мы можем приступить к следующей. Да, то есть мы то же самое повторяем на второй бровке. Головку поворачиваем к себе. Если вы будете вот так вот тянуться, видите, как у меня иголка сразу становится? То есть она уже будет у меня вносить под острым углом. А так как здесь кожа и так тоньше, то оно влетит еще больше, чем мне надо было и чем я рассчитывала. Я не проконтролирую там нажим.
Если я буду вот так тянуть, то я тоже не всегда смогу сконтролировать этот момент. Поэтому поворачиваем до тех пор, пока она у вас не ляжет так, чтобы вам было максимально удобно. И не забываем про хвосты, что мы их вытягиваем с кости. После анестезии у нас немножко проявился здесь пигмент. Вот. Бровка подморозилась, и мы можем дальше работать, наполняя цветом. Не забываем, что мы растягиваем ту зону, в которой мы работаем. 3 направления. Вытягиваем с кости, вытягиваем, у нас бровка внутрь туда уходит. Я ее чуть-чуть вытягиваю на лоб. Чуть вытягиваю на лоб и делаю натяжечку в 3 стороны. И я делаю воздушно, не супер плотно крашу. У меня немножко такие хаотичные движения, то есть не четкие, а такие беглые. Тогда у меня остается в брови воздух. И получается достаточно достаточно воздушная. То есть очерченность брови есть, четкость формы есть, но она не тяжелая, она вся легкая и воздушная. Я, смотрите, опять же начинаю с нижней линии, я иду по нижней линии где-то до середины брови. Даже не до середины брови, до излома. Постепенно, приближаясь к излому, я начинаю постепенно поднимать вот эту свою пудру и растягивать ее немножко шире. Видите, я шла ровненько, здесь немножечко начинаю поднимать. Потихоньку. Возвращаясь назад, я вижу, здесь не прокрасила, я возвращаюсь. Возвращаюсь. То есть вот мой излом, я к нему должна уже выйти вот сюда вот наверх.
Я не протираю каждый раз бровку, потому что все равно эта кожа, она натирается. Она и так, хоть и небольшая, но травма есть. А если каждый раз ее протирать, то оно от трения еще больше воспаляется. Поэтому лишний раз я не протираю. То есть я заканчиваю проход и потом только уже протираю пигмент. Хорошо влажным спонжиком с зеленым мылом. Зеленое мыло с водичкой, концентрат зеленого мыла с водичкой. Только им пользуюсь. Хлоргексидины, мицеллярки я в работе не использую, потому что все-таки это травма и какая там будет реакция, не знаю. А это мыло специально для этих целей разработано, оно и с антисептиком каким-то минимальным, поэтому лучше использовать профсредства, на мой взгляд. Все, я до пика я практически поднялась в дугу. Дальше я иду в хвостик полностью по всей нашей форме. Напоминаю, что на блоке у меня стоит 4,7. Я не меняла эту скорость, пока мне на ней комфортно. И такими немного как хаотичными пушащими движениями я расставляю маленькие пиксели. Не забываем, что мы должны оставить в бровях воздух для того, чтобы они смотрелись максимально естественно, воздушно и натурально. Сейчас уже моветон четкие брови. Все от этого стараются убегать. Все хотят естественные, натуральные. Вообще перманентный макияж — это, я считаю, как подложка под макияж. Это не должно быть вечерний мейк на каждый день. То есть если какой-то макияж вы себе делаете на выход, вы всегда можете бровки подкрасить. А все-таки перманентный макияж должен смотреться более воздушно и легко. И каждый день не нагружать. Не забываем про хвостик. Мы вытягиваем хвост с кости, вытягиваем с ямочки, растягиваем в 3 стороны. И что еще про хвостики хочу сказать. Я не люблю хвостики выводить одной линией. У нас же брови все равно не растут в один волосок, они же растут немножко пушась. И поэтому я стараюсь хвостик заканчивать, чтобы он был визуально тонкий, но не в одну линию полосочку, а чуть-чуть его все-таки оставлять таким подпушенным, чтобы не было одной сведенной такой острия. Что это тоже неестественно смотрится. Хочется, чтобы бровка была максимально воздушной. Смотрите, вот такой вот рисунок у нас получается. То есть максимально прокрашена нижняя часть первой половины брови. И дальше мы поднимаемся уже в линию пика и спускаемся по хвосту по всей поверхности бровки. То есть достаточно равномерно мы ее прокрашиваем. Теперь я могу смело вытереть пигмент. И дальше я буду заполнять свою бровь уже полностью. Не свою, Лизу. Уже буду заполнять ее полностью, проходясь и по той части, которую я уже прошлась, и захватывая новую. Но начинать буду с... Breathe.
Когда возвращаемся назад, не забываем, что мы заходим на нашу нижнюю линию и уже из нее постепенно перетекаем вверх линии, там, где мы еще не красили. Таким образом мы затемняем низ, то есть по низу мы прошлись 2 раза, а по верху, получается, мы в этот проход 1 раз проходимся. И низ остается более темный, а верх более светлый. Из-за этого получается очень красивый градиент, и бровка смотрится максимально естественно. У этих пигментов есть свойство немножко проявляться, поэтому я бровке даю немного времени отдохнуть и немножко проявить пигмент, потому что она сейчас кажется там более светлой, а буквально минутка-две, и она набирается и становится более насыщенной. И вот чтобы не переиграть с цветом и не перетемнить ее, я ее сейчас пока оставлю под пленочкой и дам ей немножко времени, чтобы успокоиться и подтянуть цвет. Смотрю, где у меня неравномерно лежит пигмент, и эти места могу сейчас чуть-чуть подзатемнить, побегать там еще немножко, чтобы сделать более равномерно. Пока я не вытерла, хорошо видно, как разлегся пигмент, где я что пропустила или упустила. Первый проход, основной набора цвета я сделала. Теперь я буду идти от хвоста и затрагивать уже полностью всю поверхность бровки. И там, где мы были, и там, где мы не были. Увели хвостик, повернули голову, растянули себе полотно и работаем.
Для того, чтобы более равномерно расставить точечку, если вам неудобно и непривычно работать такими хаотичными движениями, вы можете использовать также технику нахлёста или перехлёста, пересечения. Что это значит? Это значит, вы расставляете, сейчас покажу вам, расставляете в одну сторону вот такие вот штрихи. Прошлись участочек, а потом повернулись и то же самое в другую. То есть вы как штриховочку делаете. То есть у вас точечки расставляются тогда в более хаотичном порядке. Но так как вы прокрашиваете и в одну, и в другую сторону, они расставляются более равномерно. Видите? То есть у вас получается такой равномерный достаточно окрас. Ну, кому как удобнее, кому как привычнее. Я как-то привыкла в последнее время вот так вот бегать. И мне больше нравится. Более нежное, что ли, получается. Более нежный рисунок получается. Более натуральный. Помните, что чем больше вы оставите такого мелкого воздуха в бровях, тем воздушнее она будет у вас смотреться. Что значит воздух? Это расстояние между точечками вашими. То есть ваша кожа, кожа клиента, да, она должна немножко просвечиваться через пигмент или сквозь пигмент. Тогда это будет создавать максимально натуральный и легкий эффект. Это я называю воздухом. И что самое прикольное, вот брови, выполненные в такой технике, их можно насытить как от графичных ярких, так до самых легких, при этом оставляя их вот в этом воздушном состоянии. Но это достигается именно за счет нанесения вот по такой схеме, по нашей. Я их называю Air Brows. И они сейчас пользуются у нас большой популярностью. Если вам, допустим, нужно насытить, вот, пришла девочка и любит яркие, да, насыщенные, яркие брови, вы можете по этой схеме просто там, я один раз прохожусь, да, допустим, а вы там 2 или 3, и вы уже насытите бровку до состояния, но при этом вот эта вот воздушность между точечками, видите, то есть у меня просвечивается, между точечками просвечивается своя кожа, у меня не плотный прокрас, но при этом уже сформированный четко хвостик. То есть и если вам нужна яркость, вы просто еще раз по такой же схеме проходитесь, и у вас получается насыщенность увеличивается, вот, воздух между точками остается, но бровка при этом становится ярче значительно. Я, например, не люблю делать сразу яркие брови. Во-первых, все приходят за натуральными бровями. Понятно, что походив какое-то время там с яркими бровями, привыкают и приходят на коррекцию, просят добавить. Но добавить это не есть проблема, сложнее их намного потом осветлить или убрать. Поэтому я предпочитаю где-то сделать чуть светлее, чем я бы, допустим, сделала, но чтобы человек привык к себе. Я посмотрела, как заживает пигмент, потому что тоже пигмент не у всех заживает одинаково. У кого-то хорошо приживается, у кого-то хуже приживается, да. То есть я делаю так, что если он прижился на 100%, чтобы это все равно смотрелось гармонично и красиво. Не с учетом того, что они посветлеют, может быть, а может и нет. Потому что у меня были случаи, когда у девочек брови не светлели, а даже немножко набирались и темнели. Не знаю, как это объяснить, но пару раз такое было. И, конечно же, после таких ситуаций ты задумываешься, хорошо, что ты там перебдел и немножко не докрасил, да, а если бы там из серии на перспективу посветлеет, а оно не посветлело, а наоборот еще ярче взялось, и что тогда делать?
Все, конечно, поправимо, но это намного сложнее, чем изначально сделать вот так вот. Поэтому я предпочитаю оставлять все-таки какую-то вот недосказанность, тем более это брови. Ну, в бровях брови формируют все лицо. Где-то ты перестарался с бровями, все. Тон всему лицу задан. И потом его скорректировать очень-очень сложно. Поэтому всегда рассчитывайте на то, что а вдруг приживется на 110%. Вот чтобы оно на 110 взялось и было хорошо, и было к лицу, и было к месту, и было гармонично в данном конкретном случае. Еще очень часто спрашивают, как цвет подбираю. Я всегда подбираю цвет, ну, безусловно, мы смотрим, да, на общий образ девочки, но чаще всего я ориентируюсь либо на корень волос, либо на цвет бровок самих, если они там не крашеные. Почему? Потому что цвет волос мы можем поменять. Сегодня блондинки, завтра брюнетки, а цвет бровей все равно плюс-минус будет оставаться в тоне. Единственное, что, конечно, если эта девочка, допустим, там блондинка с какими-то темными бровками, то возьмем какой-то русый оттенок, да, не супер там светлый, а что-то среднее. Если девочка, например, брюнетка, ну, бровки светлые свои, да, то мы все равно будем брать какой-то цвет темный, но мы любой темный цвет мы можем положить не плотный, соответственно, он будет у нас смотреться более легко, воздушно. Да, это как черный карандаш. Вы же можете взять черный карандаш и ярко нарисовать стрелку, а можете взять ее и растушевать, ну, стрелку, линию, допустим. Да, то же самое и с пигментом. Вы можете даже самым темным пигментом, положив его не плотно, оттенок угадав, да, допустим, темный, но при этом плотность рисунка не делая максимальную, вы оставите, сохраните какую-то легкость в бровях. Поэтому я ориентируюсь в основном на волоски на бровях и корень волоса. Все, мы дадим бровке немножко отдохнуть. Сейчас я взяла другой цвет, наш шоколад. У меня бровка готова. Единственное, что я хочу проработать, сакцентировать внимание на средней линии и на хвостике. Поэтому я локально прорабатываю те зоны, которые мне нужны. Не забывайте о том, что, видите, бровка здесь, волосок не плотный, волосок мягенький, воздушный. Не надо его уплотнять перманентом, потому что если вы уплотните его перманентом, это будет очень сильно видно. Я чуть-чуть подниму скорость до 5,0. Набираю тоном там те места, где мне хочется затемнить. Наслаиваю. То есть работаем как художники. У нас художники, когда работают, они наслаивают цвет для того, чтобы создать больше объем. Вот и я также. Я чуть-чуть наслаиваю цвет там, где мне не хватает именно объема. Но оставляя воздух в своем рисунке, чтобы он не потерял у меня эту легкость. Очень легко переборщить. Вот буквально там чуть-чуть добавим там, все.
он перегружен будет. Некрасиво. Она заживет очень легенькой воздушной дымкой. Как я уже говорила, если надо, мы всегда можем добавить. В основном всегда старайтесь работать в средней линии для затемнения. Здесь я просто пыли добавила, а именно вот такое затемнение, это лучше делать именно в средней линии. Краевую часть оставьте недосказанной. Ну, в принципе, вот такая у нас бровка получилась. Тут чуть-чуть. Чисто акценты доставляем. Вы еще потом поднимете девочку, да, свою, и посмотрите сидя. Если вам надо будет где-то доставить, вы всегда сможете доработать это место. Если сомневаетесь, лучше посадите и посмотрите сидя. Когда работаете в такой технике, бровка после заживления немножко сужается, где-то миллиметр, а то и 1,5 съедается ширины, потому что мы край не делаем контурным, мы его распыляем, и вот эта вот пыль, она уходит, поэтому тоже учитывайте это. Вот такие бровки получились у нас сегодня. Мы будем вас держать в курсе, как они заживут. Лиза молодец, у нее кожа чувствительная, она молодчинка выдержала. Ну и кожа нас поблагодарила за это. Все, всем спасибо. Seconds from falling apart.